ты знаешь, наверное, неплохо было бы для просмотров говорить о том, что наступила тотальная катастрофа, но на самом деле я думаю, что малый бизнес, как очень малый бизнес, наша лавка это супер малый бизнес, как знают те, кто там был, более или менее жизнеспособен в этой ситуации, хоть на какое-то время он может затаиться и как насекомые или там маленькие мышки спрятаться куда-то. Среднему бизнесу сложнее, там большое количество сотрудников, большая аренда. Нам запрещено работать, как мы работаем обычно. Мы можем работать только с доставкой. Нигде не регламентировано, что это значит. Могу ли я доставлять это до припаркованного автомобиля или до угла, или до лестницы в мой магазин, это неизвестно. Но, разумеется, при любой проблеме трактоваться это будет не в мою пользу, поэтому мы особенно не рискуем. Но поскольку у нас есть стабильное какое-то количество людей, которые нас ценят, надеемся, любят, и мы их тоже любим в ответ, то этой аудитории нам достаточно для того, чтобы пережидать любые неспокойные времена. Мы считаем, что цветы – это, конечно, товар первой необходимости. Да, но при этом это же скоропортящийся продукт. Вот скажи мне, вот смотри, как бы, ты хочешь сказать, что есть люди, которые даже несмотря на кризис, все равно приходят за цветами и дарят их друг другу? Я правильно понимаю? Конечно, жизнь продолжается. Моя теща спрашивала, как мы живем, и я обещал ей, что если начнется мор, то будет вообще серьезный пойдет вверх. То есть мы сможем, не дай бог, подняться на похоронных композициях, но, как мы знаем, мора никакого нет. Твой черный юмор, конечно, обязывает ко многому, да. Да, нормально, жизнь продолжается. Даже в войну люди влюблялись, целовались, ухаживали за девушками, добивались их внимания, поздравляли мам, ездили к бабушкам в гости. Поэтому... И оформляли подписки на цветы, нужно сказать. Это известный факт, да, даже в военное время, действительно. Ну, конечно, ведь и рестораны, любимые в городе, работают на доставку. Это не очень-то комфортное время, но те, кто сумели адаптироваться, адаптироваться – это очень полезное качество для бизнеса в России. Это постоянно приходится делать. Те смогут эту бурю переждать и получить, надеюсь, какой-то новый старт в светлой России будущего, которая все ближе и ближе грядет. Ты чувствуешь ее приближение, да, Стас? Я чувствую ее тяжелую поступь. Ну да, реально, ведь многие замечают, что тот, кто способен адаптироваться вот к этим жутким условиям, тот реально демонстрирует выживаемость и, соответственно, может рассчитывать на успех в будущем. Ну а если ты не гибкий, то ты обречен. Так получается? Получается так. Вот еще тут Марина Кирейко предлагает пустить утку, что петуния спасает от коронавируса, и в итоге расхватают как имбирь. Пускайте утку, запускайте утку. Ну все, или, как говорит наш следующий гость, разносчик, давайте гуся. Что вообще сейчас в ресторанном бизнесе? Расскажи, как ты на себе ощутил то, что сейчас происходит в мире и среди предпринимателей, конечно, прежде всего. Ну, собственно, мы одна из тех сфер, которая пострадала больше всего. И на самом деле нас сейчас выручает только доставка. Ну, как выручает? То есть, грубо говоря, если мы говорим о каких-то цифрах, например, да, то из 100% в месяц, ну, если мы берем там какую-то выручку, да, определенную, в хорошие-то времена она нам приносила, как ресторанам, ну, буквально там 4-3% от общей выручки. Так это в хорошие времена. Сейчас это там 0,5-1% максимум. То есть она еще и упала доставка. Конечно, но, понимаешь, здесь такая история, что когда все ринулись делать доставку, во-первых, те рестораны, которые уже, у них была своя доставка, на которой они работали там год, 2, 3, 5 лет, они отработали все процессы, у них, естественно, выручки упали просто потому, что произошла вот та ситуация, в которой мы сейчас все находимся, да. Но при этом, когда все другие рестораны, у которых не было никогда доставки, они ринулись на этот рынок, соответственно, произошло еще одно падение, потому что у людей стало больше выбора, стало больше предложений,
на рынке. И, соответственно, те гости, которые в свое время мечтали получить там определенный бургер из какого-то, например, ресторана, да, но, там, например, ресторан не доставлял какие-то там, бургеры, стейки, либо, я не знаю, пасту какую-то, вот, то сейчас они предоставляют. И вот этот отток людей, которые ели доставку именно у ресторанов, которые всегда работали на доставку, то есть у них вот выручка, соответственно, тоже упала второй раз. То есть такое двойное падение произошло, и мы, конечно, себя чувствуем не очень хорошо. Это мягко сказано, прям мягко сказано. Да. Да, мы сейчас с моей командой ребят создаем новый очень интересный проект. На самом деле, продумывая концепцию этого проекта, я не думал, что эта концепция будет реально настолько актуальна после того, как закончится весь этот ужас. Потому что ресторан новый, он про бизнес, он про бизнес-людей, он про людей, которые, скажем так, ну, сейчас называют самозанятые люди, да. То есть все мы сами по себе немножко бизнесмены, только каждый занимается своими какими-то проектами, масштабность большая, маленькая. Кто-то рестораны строит, кто-то панкейки продает, да, дома, которые готовит. Вот. Но все мы, естественно, занимаемся каким-то маленьким бизнесом. То есть жизнь так заставляет нас заниматься в этом смысле. Да, да. Ну, на самом деле, это неплохо. Мы развиваемся тем самым. Вот. Но что касается ресторана Easy, про который мы сейчас говорим, то он сейчас находится в замороженной стадии. Но, знаешь как, мне, наверное, повезло. Вот я, наверное, на маленькой льдине сейчас нахожусь, на которой, собственно, меня не тяготит ни аренда, потому что ее еще нет, потому что ресторан будет находиться в одной из башен, Towers, напротив Шинника, вернее, напротив цирка. Вот. Там, соответственно, само здание еще пока не сдалось, поэтому аренды как таковой у нас нет. Плюс денежные средства, которые вкладываются в ресторан, слава тебе, Господи, они не кредитные, это инвестиционные деньги. То есть никакого бремени именно по кредиту мы тоже не несем. То есть ресторан потихонечку строится, и в планах у нас открыться после вот этого ужаса, который сейчас есть. Но одно радует. Ты знаешь, наша сфера, наш ресторанный рынок, он первый пойдет на, скажем так, будет выходить из вот этого пике, который сейчас есть, потому что люди уже устали сидеть дома, им хочется встретиться с друзьями, им хочется где-то выпить, вкусно поесть. И я думаю, что мы первые, кто начнут выходить из этого кризиса. Вопрос, как быстро, насколько успешно, это, конечно, большой вопрос, но то, что мы начнем выходить из этого кризиса, это действительно так, и я в это верю, и прошу всех верить, все действительно будет отлично. То есть ты оптимист, это однозначно, и считаешь, что сфера поднимется реально самой первой и быстро? Или это будет какой-то медленный подъем постепенно? Это будет медленный подъем, очень тяжелый. Ну, скажем так, я по сути своей достаточно такой педантичный человек, и всегда, если вижу, что ресторан начинает там проседать по прибыли, да, именно по прибыли в большей степени, то я в первую очередь не повышаю цены на меню, да, для гостей. Я в первую очередь начинаю с себя и где-то внутри компании прорабатываю все моменты, которые могут мне принести экономию, чтобы я мог какие-то затраты убрать. И вот сейчас то самое время, когда вот эта работа, она должна быть еще конструктивней, еще более такой въедливой, где мы начнем после этого кризиса в ресторанах очень хорошо экономить, но не, скажем так, не ущемляя гостей. То есть именно внутри компании простраивается сейчас процесс, потому что ведь сейчас сидишь дома и думаешь, чем заниматься, да, и вот внутри своего нового проекта ты прописываешь каждый шаг, смотришь, где что можно уже урезать, да, где в перспективе смотришь, на что люди будут обращать внимание, на что нет в новом проекте. Вот, где-то уже начинаешь мысленно экономить и потом это уже воплощать в жизнь. Сейчас выживут те, кто экономят не на гостях, а, скажем так, на себе. Это важно. Ну, на себе сейчас как на руководстве бизнесом, правильно? Конечно, конечно. Мы будем, естественно, ресторанный бизнес, он будет зарабатывать, но меньше, чем до
до этого времени. Да, так вот о чем я и говорю, то есть о себе, я говорю о себе как о ресторане, да, то есть именно не то, что я теперь ездил на 95-м бензине, теперь буду на 92-м ездить. Нет, я говорю о именно ресторанах, да, то есть можно экономить, составляя правильный штат сотрудников, да. То есть как-то если были там смены четкие, там 2 через 2, там полный рабочий день, то сейчас можно ребят мешать так, что там утренняя, вечерняя смена, да. То есть можно экономить на фонде оплаты труда именно делая хорошую мотивацию сотрудникам, да. То есть, ну, грубо говоря, если раньше ресторан приносил, например, 10 человек ресторану приносили там 1 000 000 рублей, то теперь мы делаем так, чтобы 5 человек приносили этот же 1 000 000 рублей. То есть мы больше уделяем внимание обучению, да, мы больше говорим о мотивации наших сотрудников. Естественно, мы говорим о том, что если мы покупали, ну, кто меня сейчас, кто в теме, тот поймет, да, если мы покупали там двуслойные полотенца для рук, то теперь однослойные полотенца покупаем. То есть вот именно на таких, как мы их называем, хозяйственные средства, на которых можно экономить. Естественно, экономия на рекламе, да, О, да. соцсети. Бюджеты все это... срежут свои, да? Да, то есть вот весь маркетинг сейчас он идет исключительно от первого лица, и я думаю, это сейчас самая такая правильная вещь, и в том числе маркетинг от первого лица это та история, которая позволяет гостю доверять ресторану, доверять тебе как специалисту, профессионалу, как там совладельцу ресторана. Ну, например, что касается ресторана «Гости», который находится в Угличе, то Который там ты история... тоже открывал его, правильно же? Да. То там, например, да, ресторан стоит закрыт, и сначала мы тоже попробовали сделать там доставку, вот, но там, в принципе, город пока... Он достаточно маленький, и я в Фейсбуке читал, большое количество москвичей туда приехало в свое время, первые выходные, когда как раз запретили выходить из дома, ну, рекомендовали. Угу. Да, и все москвичи ринулись в Углич, и, соответственно, вроде как бы, да, давайте немножко еще поработаем хотя бы выходные, но после выходных гостиницы закрыли, и все москвичи уехали, город стоит пустой, соответственно, особо работать некому там. И ребята, которые у нас сейчас в ресторане, кого-то отпустили в отпуск, кто-то выходит, делает там какие-то заготовки. Сейчас будем пытаться продавать готовую продукцию, ну, типа как магазинчик такой. То есть, ну, понимаешь, есть проблема вот в ресторанах, которые закрылись здесь и сейчас. У нас очень много продукции, которая может портиться, которая скоропортящаяся, да. Ну и в принципе, вот сейчас, например, поставщик один алкогольный, он сказал: ребят, давайте вот у вас там на 150 тысяч рублей товара, давайте, нам его нужно в магазинах продавать, а он у вас просто застыл. Давайте мы в счет погашения ваших долгов просто заберем его. И, соответственно, это очень хорошая мера. Поставщик обратно забирает алкоголь, он его продает, а мы, соответственно, к выходу из кризиса остаемся с небольшим количеством долгов, скажем так. Понятно. А уж алкото-бизнес точно сейчас хорошо идет. Там так скупают. Да. Это правда. Еще вопросы от зрителей. Так плохо или хорошо, что москвичи к нам едут? Такой вопрос, конечно же, риторический. Ой, слушайте, ну, я человек гостеприимный, ну, да, иначе я бы не занимался этим бизнесом. Но надо понимать, что сейчас это, скорее всего, минус, чем плюс. И действительно надо всем быть дома для того, чтобы все-таки, ну, чтобы эта зараза ушла. Вот, и мы себя почувствовали уже более-менее неплохо. Маркетинг от первого лица, пишет Марина Кирейко, возможен, если бренд первого лица выстроен. Не у всех рестораторов, кстати, это есть. Насчет себя вот, что скажешь? Конечно же, есть. Согласен. Но вот, наверное, сейчас у тех, у кого не выстроен этот бренд, надо задуматься о том, что нужно этим заниматься, нужно в это вкладывать свое время, свои какие-то знания и, соответственно, заниматься этим, потому что, ну, ведь видно, когда у тебя рабочий аккаунт в соцсетях, и ты вещаешь там про бизнес, либо ты сам от своего лица этим занимаешься, и видно же, что
реакция больше идет на тебя как на живого человека, чем на какие-то там постановочные фотографии или на непонятные, там, на непонятную информацию, скидки и так далее. Когда написано «скидка», это одно. Когда ты людям говоришь, вот мы же с тобой сегодня, да, ты мне сказал, давай репост сделай, да? Попросил тебя об этом. Я репост сделал, да. Но я понял, что, было бы круто, если бы я лично пригласил людей. И, надеюсь, нас достаточно большое количество людей смотрит, и в том числе потому, что, может быть, потому что я пригласил в том числе. Ну, конечно, твои каналы распространения – это очень важно для расширения аудитории, в том числе вот таких сопутствующих проектов, как наш. Кстати, не знаю, есть ли у нас время еще или нет, я бы хотел еще об одном таком, знаешь, моменте. Давай. Моменте рассказать, как раз про кризис, да. Что я увидел, что я понял, исходя из того, что я читаю, что я вижу в социальных сетях, по телевидению. На самом деле сейчас мир перевернулся в ресторанном бизнесе каким образом? Если мы всегда говорили о том, что, это сетка большая, много ресторанов, круто, они могут себе позволить то, все, там, 5-е, 10-е, могут демпинговать там ценами и так далее, то как раз сейчас вот эти большие компании, это лично мое мнение, я делаю выводы, исходя из информации, которая вокруг меня. Я вижу, что именно большим компаниям, не сетевым, а у тех, у кого какие-то есть моноконцепции, особенно в Москве это очень сильно видно, вот они страдают сейчас больше всего. Сейчас проще выжить маленькому ресторану, чем большой сети, потому что когда сеть развивается, в большей степени владельцы сетей, они вкладывают операционные деньги в развитие. То есть в нашем ресторане, честно, подушка безопасности практически отсутствует. И действительно все денежные средства, они вытаскиваются из оборота, инвестируются в новые проекты, плюс еще и идет кредитование. И поэтому очень много проблем сейчас именно у ресторанов, вернее, у владельцев ресторанов, у которых там большая сеть, да, разных проектов. Это не как там Додо Пицца, я не знаю, там, либо какие-то сетевики большие, а именно просто проекты, там есть человек, у него есть там 10 ресторанов, все они разные, и все они в большей степени закредитованы так или иначе. Им сейчас тяжелее, а нам, маленьким, я назову это так, когда там 2-3 ресторана, там 4 максимум, нам чуть проще, конечно. То есть, условно говоря, у ресторатора Новикова проблем гораздо больше, чем у тебя сейчас с одним проектом, но с несколькими, может быть, в перспективе. Да, конечно. И штат большой, и закредитованность там тоже всегда есть. И у поставщиков, с поставщиками нужно разбираться, большое количество долгов. У нас же там отсрочка 2 недели, грубо говоря, на оплату продуктов, которые мы берем. И сейчас она, естественно, больше, и что там будет происходить, непонятно. Но маленьким проектам сейчас легче выживать, нежели чем сетевым форматом. Это, наверное, первая перевернутая такая история в этом кризисе. И я тебе сегодня сказал, давайте не будем сильно стрессовать, все скоро станет изи в нашей жизни. Да, все именно так. Когда начались все эти движения с инициацией самоизоляции и так далее, мы еще хотели выпустить пост такой тоже шуточный, что типографию никак нельзя работать в типографии на удаленке, да, то есть печатную машину, которая весит 1,5-2 тонны, не поставишь дома, и резальную машину, да, или вырубную не поставишь в квартире и не будешь соседям бахать по мозгам, да, то есть это, нереально, невозможно. И само собой, конечно же, то есть никакая удаленная работа, она просто, в принципе, неприемлема. А бизнес сейчас, достаточно сильно провалился, то есть это, не секрет, само собой, да, то есть если как-то затрагивать какие-то цифры, да, то есть это началось таким градиентом падать, да, то есть начиная с прошлого понедельника, да, понедельник, вторник, среда, да, то есть, и так далее. И если у нас в обычный день, в обычной загрузке, да, то есть если не в сезон, то есть это порядка 100-120 заказов в сутки проходит, да, то есть через типографию,
вот, ну, в сезон, понятное дело, больше, да, то есть это может быть там 150-180 заказов, вот, то за последнюю, там, ну, за прошлую неделю, то есть это все упало вплоть до 6, там, до 10 заказов в день. То есть мы, ну, упали там в цифровом таком формате, да, в 10 раз. Так, но при этом вы не закрылись все равно, ты не распустил людей, вы оставили все в рабочем состоянии и продолжаете функционировать, правильно? Ну, как, наверное, и многие там предприятия, да, то есть Ярославля, ну, вот если говорить, да, то есть там про тот же самый там сегмент, да, то есть хорики, да, то есть бизнесы, мы работаем в закрытом режиме, то есть мы оказываем услугу, да, то есть и ее с помощью там водителей, да, то есть своей как бы логистики, да, то есть доставляем по клиентам. Вот. Ну, закрыться просто полностью невозможно, в принципе, да, то есть физически, то есть это равно самоубийству, во-первых. Вот. А во-вторых, мы как типография, да, то есть, слава богу, да, то есть мы, ну, наверное, в том году начали потихонечку завязывать уже с направлением как бы рекламной полиграфии, да, вот, хотя она сама собой есть, она, конечно же, ну, одна из больших таких кусков, да, то есть этого пирога, да, всего нашего объема печати составляет. Вот. Но мы пошли в упаковку, мы пошли в коробку, мы пошли в этикетку, вот в эти вот все направления, которые, собственно говоря, способствуют товаропродвижению. Как ты думаешь, вот после того, как сейчас случилась такая форс-мажорная, назовем, ситуация, хотя официально ее такой не признали пока еще, Конечно. изменится ли, скажи, рынок, по-твоему, вот просядет ли какой-то объем работы, какие-то заказчики, может быть, вообще исчезнут с поля зрения, и вы как-то в этом случае будете вынуждены сами реструктурировать свою работу? Но само собой просядет, да, то есть он уже как бы просел, он уже свалился, да, то есть мы вот как мы упали в 10 раз, да, вот, и в любом случае сейчас, да, покупательская, да, то есть способность, она изменится, вот, если говорить про тот же самый там рекламный рынок, значит, самая большая, так скажем, ошибка и, ну, глупость людей, да, которые вот они, там, руководители, да, то есть там каких-то специалистов на местах, они что, то есть первым делом, что они делают, да, то есть они режут рекламные бюджеты. Вот. И, конечно же, объемы, они, ну, просто схлопнутся, не знаю, там в ноль, да, вот, все там первым делом все сократят всю рекламу, да, там всю листовуху, да, и пойдут все в интернет, да, то есть там, может быть, это будет дешевле. Сейчас вот Яндекс очень оперативно среагировал в этом деле и снизил цены, да, на продвижение. Вот, конечно же, это будет, хотя это, ну, абсолютно неправильно, это большое заблуждение, потому что именно в кризис нужно не просто сохранять рекламный бюджет, а их нужно поднимать, да, там, увеличивать вот, в разы, да, чтобы сохранить там тот или иной объем печати, ну и выполнение услуг, да, то есть нужно еще больше, так скажем, ну, расширять, да, то есть свою там сферу рекламы. Еще Да, вопрос. поэтому... Галина Антонова спрашивает, как вы решаете вопрос с работниками, не предлагаете ли тактично уволиться по-собственному, или же сохраняете рабочие места путем реструктурирования производства? Ну да, значит, само собой, значит, сейчас мы никаких таких вот резких телодвижений не делаем, вот, по нескольким причинам. То есть, ну, во-первых, плох тот бизнес, да, который по истечению буквально там 1-2 недель он пошатнется и уже будет задумываться о том, чтобы срезать, да, то есть людей, срезать команду, да, и так далее. Вот. А самое главное, то есть сейчас, ну, как я сказал, то есть в любом случае все проходит, да, то есть в любом случае оно все пройдет и поменяется, и пусть не в таком объеме, но все равно мы вернемся к сезону, да, так называемый сезон там в сентябре. Вот. В любом случае потребуются компетенции, потребуются кадры, а у нас люди работают, ну, не просто там месяцами, не работают годами, есть люди, которые работают там 5-7, там некоторые люди работают даже 10 лет, вот, там часть менеджеров, они с основания компании до сих пор работают, это 13 и 15 лет, да, вот, и, соответственно, ну, найти этих людей, то есть мы сейчас их сократим, уволим, да, то есть,
Значит, где мы их потом найдем и обучим, ну, вот это пока непонятно. Поэтому будем держаться до последнего. То есть на данный момент часть людей работают удаленно, да, то есть это те же самые там бухгалтера, дизайнеры, препресщики, то есть, ну, кто занимается подготовками файлов там, и так далее. Вот. А другие люди работают просто сменами, то есть там через день, кто-то там через два. Вот. Поэтому пока это крайняя мера, то есть мы держимся, все равно какой-то там поплавок у нас, ну, слава богу, так получилось, да, что небольшой есть, просто планировали тоже реорганизовывать оборудование. Все они, собственно, вместе со мной создали новую компанию, которая планирует развиваться и помогать нашим бизнесменам в их теперь уже, может быть, немножко поникшем бизнесе, да, но тем не менее в любом случае это все закончится и заново придется выстраивать бизнес-процессы и придумывать, как конкурировать. Вот подходим к самому интересному. Смотри, ты совершил довольно резкое телодвижение сейчас, буквально в самый момент начала очень затяжного кризиса. Сегодня прозвучала информация о том, что это глобальная всемирная рецессия. Там агентство Bloomberg дало очень неблагоприятный прогноз на 1,5 года вперед. Ничего хорошего мировую экономику и, соответственно, все ее составляющие, включая бизнес, малый и средний особенно, ничего хорошего не ждет. Как в этих условиях вообще можно работать и получается ли вообще стартовать так, как ты задумывал? Конечно, так как я задумывал и так, как задумывали ребята, которые начали со мной это дело, естественно, не совсем так. Гораздо слабже, чем этого хотелось бы. Ну и в 2014 году, когда, допустим, мы начинали Red Production, это тоже был кризис. И мы в этот год стартовали. И как-то кризис нас совершенно не коснулся в тот момент. Мы очень легко вышли на определенный уровень за счет того, что мы очень правильно и качественно подходили к своему делу. Сейчас этот опыт уже есть, накоплен, мы развиваемся. Каждый из нас что-то из себя представляет с точки зрения качества работы, с точки зрения креатива, с точки зрения продаж. И мир, не будет же 1,5 года и бизнес сидеть и ничего не делать. Все будут каким-то образом крутиться, думать и перестраивать схемы своей работы. А мы... Вот что такое креатив? По сути, это решение проблем. То есть нет творчества, если нет проблемы. И мы решаем задачи. Вот есть бриф, есть задача, да, то есть у клиента что-то не получается. У него нет выхода на потребителей, например. Или он только-только собирается выйти на рынок с новым продуктом, который сейчас будет востребован во время, например, вот этого 1,5-годовалого перерыва. И мы сможем ему помочь, мы сможем придумать, как ему выйти на рынок вот в этих условиях. Поэтому как раз креатив здесь прям вот очень важную роль играет. Если у тебя сейчас, конечно, не 700 человек в штате. Да, я понимаю, у вас совсем получается 3 человека в штате, но получается логично рассуждать, что действительно проблем сейчас будет только больше у мира и у бизнеса, и значит, у вас будет больше работы. Логично? Очень надеемся на это, да. Но мы не всем сможем помочь. Ну, естественно, вы будете избирательны. Сразу, я постепенно, не сомневаюсь. Приходите к нам постепенно. В будущем, как только закончится этот кризис или как только будет брезжить свет в конце туннеля, в первую очередь люди начнут экономить. И одна из статей расходов, которую придется резать, это рекламные бюджеты. Что ты думаешь об этом и что происходит именно сейчас, в этот момент, когда экономика практически стоит на месте? Но пока я не представляю возможным, как можно конкурировать и выделяться без какой-то рекламной кампании. Возможно, сам принцип подхода изменится с учетом того, что у клиентов будет меньше средств, да? Но рекламироваться нужно. Нужно будет придумывать какие-то креативы, в
том числе и в диджитал, для того, чтобы выделяться, для того, чтобы привлекать аудиторию, для того, чтобы лиды приходили на сайт и так далее. Я не представляю это возможным, если честно. Ну, как бы, а как? Как сказать людям, что ты выжил? Ну, через рекламу, соответственно, да? Хорошо, но какие формы будут живы? То есть на каких статьях будут вот статьях рекламы экономить? На печатке, на баннерах, на телевизионной рекламе? Или только онлайн будет, например, процветать? Как ты думаешь, какие формы? Пока сложно сказать, лично мне сложно прогнозировать, потому что, вот, например, сейчас телесмотрение увеличилось более чем на 30%. И многие бренды, рекламодатели используют эту возможность, понимая, что как бы, те, кто, например, увел немного денег в диджитал, да, они эти средства возвращают в телерекламу. Потому что люди сейчас сидят дома. И если кому-то нужен охват, вот прям охватная кампания, не точечная, а именно охватная, то телек сейчас для этого самое подходящее средство. И реклама есть, реклама идет, несмотря на... Просто формат, сами призывы меняются. То есть магазины, которые работали офлайн, они переходят в режим онлайн-продаж. Допустим, они никогда об этом не думали. Им понадобилось буквально там неделя-полторы для того, чтобы перестроиться, поменять как-то сайт. И тем не менее они могут с этим роликом выйти на телевидение и сказать, что мы теперь в онлайн, пожалуйста. Вот, как бы, что будет дальше, сложно прогнозировать. Любая стратегия – это перечень вот, действий, да, в условиях неопределенности. Ты можешь только предугадывать. Угу. Да. Я просто сказал, что бизнес – это живой организм, и вот как он будет вести себя, как предприниматели будут что-то придумывать и перестраиваться, так же и будут перестраиваться рекламные кампании. Поступают комментарии от наших зрителей, я тебе их озвучу с удовольствием. Например, Сергей Федоров пишет: особую важность приобретает сейчас гибкость рекламной и коммуникационной стратегии. И желает удачи тебе лично и твоему новому проекту. Евгений Захарычев сомневается, наблюдается оптимизация медиабюджета повсеместно. Лиды привлекаются только из контекстной рекламы, утверждает Евгений. Что вы на это скажете? Я ему должен ответить на это. Ну, ты можешь возразить, если ты не согласен. Откуда лиды привлекаются? На данный момент не буду возражать, потому что у него, скорее всего, есть какие-то свои клиенты, да, у пользователя в данном случае. К сожалению, не знаю его лично. И да, есть клиент, который так решил. А вот у нас есть клиент, который посылает куда подальше кризис и говорит, что я вот это буду делать. И буду делать в большем объеме, чем раньше. Ну, а что сказать? Понимаешь, это от каждого конкретного предпринимателя зависит то, как он дальше вот будет действовать со своим рекламным бюджетом. Кто-то переживает, срезает косты, а кто-то чувствует в себе силу и, наоборот, набирает обороты в этот момент. Вопрос клиентов в данном случае тогда. Если ты как агентство или как диджитал-агентство, да, ты тоже перестраиваешься. Ты понимаешь, что эти срежут косты, а вот эти, которые сейчас набирают обороты в доставке, например. Скажи мне, что происходит сейчас с вашей индустрией, как вы вообще все это восприняли, что происходит у вас? Ну, я думаю, что для многих это было шоком. И меня слышно, я просто эхо ловлю, я выну один Если хочешь, наушник. вынимай, да. Да. И было шоком, потому что многих полицейские заставали прямо на рабочих местах, и кто вот работает в торговых центрах, да, небольшие студии, и к мастерам обращались за тем, чтобы они просто уходили. Вот через 45 минут вам надо уйти. Девчонки не успевали даже вещи собрать. Вот, так что все это довольно жестко происходило, да, закрытие? было во многих, не везде, конечно, но во многих местах так жестко, особенно это если торговые центры. А как, может быть, кто-то знает, да, вот особенно те, кто часто посещает студии или салоны красоты, это больше женский пол, но также и мужской.
что сейчас студий больше даже, чем салонов красоты. Это как раз именно то, к чему мы пришли еще. Наша бьюти-индустрия сейчас такое сложная, не хватает хороших законов, как многим, поддержки малого бизнеса и так далее. Ну, конечно, об Вот, этом поэтому... только мечтать в основном нам сейчас приходится. Но вот смотри, закрыли, соответственно, салоны, студии, все, что связано с красотой. И что теперь? Куда делись все эти многочисленные мастера маникюра, косметологи, вот эти вот ноготочки, бровушки, реснички? Что с ними сейчас происходит? Расскажи. Много всего, да. Смотри, наверное, как мне кажется, мастера разделились на какие-то такие 3 группы. Вот я еще сегодня успела проанализировать, пообщавшись с коллегами. Получается, что первая группа, особенно первые 2 недели, засела просто наглухо дома, под страхом, естественно, штрафов. Кого-то выгнали, не успели собрать вещи, тоже по итогу сидят дома, потому что в торговый центр не попасть, да. То есть это первая вот группа. Вторая группа – это те, кто работать может с выездом на дом, но таких немного совершенно. Это если есть достойный транспорт, да, успеть доехать, возможность, там соответствующие какие-то возможности, успеть инструмент перевести и, соответственно, заказы, да, без чего нельзя работать. И третья группа – это те, кто, скорее всего, под страх и риск просто работает где-то в отдаленных уголках, я так полагаю, потому что работать надо. Самое-то жесткое в том, что мастер, если не выходит на работу, не зарабатывает вообще ничего. И это трудно и печально обычному, вот, да, вот рядовому мастеру сейчас пройти вот этот вот этап с этой вот всей коронавирусной темой, назовем ее так. Ну, конечно. Вот сразу поступают вопросы от наших зрителей. Вот Галина Козлова пишет из Москвы, что позвонили из салона «Моя прекрасная леди», поведали, что они уже получили разрешение на медико-косметические процедуры, пригласили на посещение. То есть постепенно какие-то процессы все-таки идут. Вот вас жестко закрыли, но открывать, возможно, будут как-то постепенно. Да, Андрей, тут такое дело, что все зависит, наш великий всея Руси дал отмашку, делайте губернаторы, чего вы думаете правильно, да, и, соответственно, в каждых областях сейчас свои законы. То есть где-то есть разрешение, где-то нет разрешения, и где-то кто-то, я слышала, это слухи только, кто имеет возможность договориться соответственно, с нашими управленцами, открываются, да, потому что убеждают тем, что есть возможность обеспечить безопасность приема гостей. В этом есть смысл. Вот, допустим, даже наш экс-мэр Ярославля выступил в защиту салонов красоты со словами, что как бы салоны красоты всегда принимали только своих, у всех наработанная база. И сложностей безопасности, как бы нет, так как мастера это практически постоянно делают, обеспечивают стерилизацию всех предметов и помещений. Это наш постоянный режим дня, да, то есть принять гостя, после него все стерилизовать и снова принять гостя. И этим и руководствуется, соответственно, видимо, бывший экс-мэр города. Сильно ли помешал вашему бизнесу, вашей индустрии страх? Вот люди, которые боятся заразиться. Клиенты перестали ездить в салоны, потому что боятся заразиться. То же самое, наверное, и специалисты не всегда готовы поехать к клиенту, потому что боятся заразиться. Вот как у вас все это дело преодолевается? Есть ли вообще такой страх и мешает ли он? Мы преодолеваем эти трудности, но пока, на мой взгляд, страх-то даже не заразиться. Мне кажется, просто люди боятся штрафов выйти из дома. Хотя и даже нету запретов, но вот
человеческий, вот этот стадный общий как бы восприятие, да, общее на то, что происходит, как у мастеров в том числе. Они же такие же гости, только других процедур, ты понимаешь? А все просто боятся каких-то штрафов или каких-то запретов, или что их увидят, что они работают где-то в соцсетях, там, я не знаю. Все боятся просто непонимания с нашей вот администрацией и так далее. Да, юмористический комментарий поступает прямо сейчас на Facebook. Лысые сейчас на коне, им стричься не надо. Да, Ну, Александр мне Щербаков. муж предложил открыть как бы видеоурок о том, что как можно подстричь мужа дома. Я посмеялась, потому что, ну, вот как бы вникая в все нюансы технические, я понимаю, что после этого точно приедут ко мне стричься. Ну вот, кстати, да, скажи, пожалуйста, про онлайн-адаптацию. Вы каким-то образом адаптируетесь? Вот сейчас же все бизнесы пытаются уходить туда, потому что хоть как-то можно сохранить клиента в онлайне. У вас что? Ну, мы стараемся. Мы, конечно же, предпринимаем шаги. Это рассказать что-то о правильности ухода волос, там, рассказать что-то о тех нюансах и практике, с которой мастер сталкивается в течение работы. Да, это что-то исключительное обязательно, потому что у каждого мастера свой наработанный опыт. Но это делает максимальное количество людей, да, и, естественно, вот читателю, зрителю разграничить всю эту информацию, да, определить, из чего это вот важно, из чего это вот точно, из чего это полезно, довольно трудно вставляет какую-то информацию. Ну, в общем, получается некий такой, знаешь, кто кого круче, кто что может, кто на что гораст. Кто в лес, кто по дрова. Да, да, это точно. И тут довольно нелегко. Кто-то, я вижу, что пытается адаптироваться из, допустим, технологов, пытается проводить мастер-классы, пытаются проводиться какие-то обучающие темы. Я пытаюсь проводить обучающие темы со своими учениками, их у меня немного, но тем не менее составляет это сложность, потому что определенного уже материала бы мне не хватает. То есть я вышла на карантин, и нету карантина, да, я ушла домой, и у меня нету видеобазы, которую я могу сейчас ученикам предложить с моей техникой, потому что ее надо заново нарабатывать. А для этого мне нужен практический случай, то есть мне нужна практика, где я снимаю процесс. И это такой вот пока замкнутый круг, да, и нужно найти из него нелегальный какой-то выход, то есть прийти кому-то в гости или что-то еще, ну, хоть чтобы его создать, хоть как-то, да. Да. Хорошо, последний вопрос. Как ты считаешь, вот как специалист, как профессионал, нужно ли вообще поддерживать красоту в домашних условиях на карантине или как бы потом? Обязательно. Я так рада, что ты меня позвал, я причесалась, я накрасилась, я одела брюлики, я счастливая теперь хоть куда-то. Потому что для многих, особенно, конечно, для нас, девушек, приятно выглядеть хорошо. И смотри, если мы берем онлайн-развитие, то это тесно связано. Выглядеть хорошо допустим, кто-то блогер, да, в сторис, выглядеть хорошо в эфире, выглядеть в прямой трансляции для многих важно, мужчин в том числе. Мужчины сейчас следят за модой не меньше женского, ну, не брата, женщин, в общем. Так что, да, обязательно надо.